Всем привет! Сегодня я хочу посмотреть тему пробуждения силы. Скорее всего, этот расклад будет для женщин. Мальчики тоже можете посмотреть. Но эта сила дремлет до поры до времени именно в женщинах. И они ее либо принимают, либо открывают в себе, либо нет. Мы посмотрим. Я еще сеанс хочу провести на мягкое прохождение трансформации, для того, чтобы вы эту силу приняли, если вы согласны на это. Если не согласны, то вы просто выключаете видео и все. Значит, здесь тема такая. Это когда с детства вы чувствуете тонкие миры. Это когда с детства вы астрально путешествуете. Когда вы можете выходить из своего тела, когда вам являются духи, вы это видите, вы знаете, вы общаетесь со сверхъестественными какими-то явлениями, то есть вы еще не можете себе объяснить. Когда вы говорите, например, говорили со взрослыми, да, то взрослые, мягко говоря, думали, что вы фантазируете, там, фонтанируете, что это вот все глупости какие-то. На самом деле женщина, и мужчина тоже, но в большей степени, конечно, женщина, она приходит к этому осознанию в себе, что сила ко мне приходит, да, где-то уже поздненько так. То есть ей нужно пройти много-много трансформаций, много всяких жизненных каких-то перипетий для того, чтобы выйти на свою дорогу. Как сила выбирает адепта? Давайте посмотрим. Как она выбирает адепта? Я так посмотрю. Хочу на родовых картах посмотреть, в предках рода. Что скажете? Кто сталкивался с этим, уже никогда этого не забудут. То есть это не просто так поболело там, да, и вышло. Так. Понятно. Вот он, как раз внутренняя сила. Вот, смотрите, вы как... Вот это родовое дерево, да? Вы, как часть этого дерева, в вас эти соки этого дерева, вы смотрите на окружающую действительность, на реальность, на этот город, с позиции того, что вам нужно уже выходить в мир. Хватит прятаться. Вот она стоит, да, под кроной дерева, то есть она сама и есть это дерево, да, ей нужно выходить в мир и реализовывать свою силу. То есть это значит принять ее тотально. Как сила выбирает адепта. Ваша сила в принятии своих истоков. Вы являетесь частью ваших предков, то есть у вас эта кровь, этот код особый заложен уже. Принять свои корни. Но ведь, может быть, и не... Сейчас. Опять через природу. Действительно, вас сила выбирает. Так, подождите. Надо разобраться. Такой вопрос сложный, поэтому я эту тему никогда не смотрела. Поэтому не знаю, как пойдет вообще трактовка. Сложно мне это трактовать. Потому что я сама принимала эту силу, но мне нужно вам объяснить. Ага, понятно.
Во-первых, в определенный момент времени вас будут ставить в условия выбора. Вы должны выбрать. Выбрать одну дорогу, один путь, другой путь. Путь своей реализации, путь своего предназначения, ну, свой путь, прям, вот знаете, как золотой путь души, да? Либо отказаться от этого пути и жить обыденной жизнью, обычной. Пока вы не примете своих истоков, вы так и будете сидеть с этими 4 пентаклями. У вас как будто не распаковывается энергетический ресурс. То есть принятия нету предков, родителей, постоянные блоки на этом, затыки какие-то. И, ну, собственно, реализация ваша стоит на месте. И вот она приходит, эта сила к вам. Она вас выбрала уже, и вы, как воин света, вступаете на этот путь. Подождите, это очень интересно, и это надо смотреть еще мне. Так, мои думки можете перематывать, потому что это очень тема. Ну, много вы таких тем вообще видели в Ютубе? Я думаю, что нет. Вот именно магической силы у вас, пробуждение сверхспособностей. Я про это. Она действительно вас выбирает. Человека, который больше одиночка, мудрец, больше познает мир через самого себя, то есть особо не коммуницируя с людьми и ведущий такой замкнутый образ жизни, но это не в контексте того, что, знаете, закрылись там и все, и ничего не происходит. Нет, тут глубокая работа идет, познание истины. Много вы практикуете, люди практикующие, особенно женщины. Если вы практикуете, имеется в виду не ритуалика какая-то, а именно практика по пробуждению в себе вот этой силы внутренней женщины. Мало вообще людей на этой планете, кто является учителем по этим практикам. Я вам могу сказать, что я ученицей являюсь этого учителя, и все. Больше я не знаю таких женщин. Кому интересно, пишите в личку. Девочки, кто знает, кто в теме, да. Сейчас. Ну вы даже знаете, если вы, это вот с самого детства у вас тянется, вы одиночка всегда. Вы познаете мир через какие-то, вот знаете, к вам явления приходят, животные, то есть к вам тянутся животные, люди. Вот как раз-таки обучение. Ребят, это фундаментально. То есть вот человек сидит, он один сидит, познает эту истину. Именно познает. Это ученик. Паж мечей. Это прям ученичество. Это человек, который воспринимает информацию, который не будет, знаете, как отмахиваться, отбрехиваться. Ой, да ну нафиг. Нет. Этот человек будет воспринимать, впитывать любую информацию, касающуюся дара, касающегося этой силы. Я на 9 минут уже записала, ничего не сказала вам, по сути. И вы идете, вы берете просто этот шанс и идете. Как она вас выбирает? Выбирает она вас по...
Сейчас на эти карты посмотрим, как она нас собирает. Ну, понятно. Ну, понятно. Вот теперь понятно. Как выбирает? Во-первых, принятие страха. У меня было, знаете, как удивительно, карты легли. Сначала верх колоды – это принятие силы, низ колоды – принятие страха. Вот когда человек полностью погрузится в этот свой страх, во все свои страхи, во все свои триггеры, и будет смело идти вглубь себя, даже несмотря на то, что страшно, и ты не знаешь, что ты там разбудишь, знаете, как ящик Пандоры. Но он идет вглубь, потому что он знает, что его ведут. Вы все равно, люди, которые меня слушают, вы слышали этот голос, вы слышали, как сказать, внутри себя, что вас ведут, что есть ангел-хранитель у вас, либо предки рода, либо кто-то вас защищает, как будто бы. И вот этот ангел, это хранители ваши, это высшие силы, да, они вам подсвечивают дорогу. Вот всякая хтонь, всякий морок, мы про это поговорим еще. Будет сложный расклад, девочки, мальчики, рассчитывайте, ну, долго будет. Либо смотрите с перерывами, ну, потому что, ну, информация очень фундаментальная. Итак, вы любимы Вселенной, вы знаете, что вы любимые дети Вселенной, как бы дети Творца. Вы чувствовали все, кто меня слушает, вы чувствовали в себе что-то особенное, как будто, знаете, как в вас никто не верит, может быть, вас булят, возможно, там, в школе проблемы какие-то, в институте потом, ну, как-то не принимают, знаете, общество не принимает традиционно как вот человека, да, и пока эта сила не пробуждена в вас, вас считают немножечко куку, ну, так вот говорить, если. А вы слышите это все в себе, вы слышите эти вибрации, эти тонкие миры, эту тонкую энергию, возможно, голоса в голове, потом я об этом тоже скажу. Вы всегда знали, что вы особенный человек, что вы обладаете этой силой, но только вы не принимали ее, потому что это тоже как это, инициация это называется, да? Принятие этой силы – это инициация ваша. Кто-то приходит к этой инициации только сейчас. Женщины, вы пробудили в себе эту силу, когда обнаружили в себе вот это женское начало внутри вас. То есть источник вот этого женской силы, этот космос, который сотворяет весь мир, который может исцелить весь мир. То есть он в вас есть просто потому, что вы женщиной родились. Все. Вам не надо его как-то расшатывать, разэтовать. Он есть. Кто-то просто, женщина, забывает, что она вообще-то женщина, у нее есть огромный потенциал, вот эта сила. А кто-то, наоборот, идет в этот путь и распаковывает эту силу в себе еще больше, и еще, и еще. Она будет, эта женщина, ну, ни с кем не перепутаешь. Это чувствуется сила, понимаете? К ней тянутся люди, к ней тянутся животные, к ней тянутся птицы, то есть в мир природы, да. Потом в обществе, например, она светима, она светимостью обладает, то есть она свет, она сама свет. Я сейчас не хочу рассматривать, знаете, я вскользь просмотрю на эту тему, потому что есть же, когда к вам приходят бесы, темные силы и светлые силы, да. Вот, я именно хочу посмотреть, когда светлые силы у вас пробуждаются, и в вас открывается вот этот поток, ведать, знать, чувствовать, целить людей, исцелять. Целить, что такое
целое, не части, а целые. Исцелять людей, это значит приводить их организмы, ну, тела, да, физические, тонкие, к целому состоянию, к цельности. Так. Моя сила во мне, я источник женственности, вдохновения. Все в пространстве этой женщины расцветает и преображается. Ну вот она, видите, древняя, вот эта вот Венера, как это называется, каменного века, по-моему, да? Древняя, древняя, древняя. Вы в себе эту древнюю силу чувствуете сквозь поколения, неважно, вы знаете, что она у вас есть. Это как будто, знаете, вы прикоснулись, помните фильм, как он называется? Люси, по-моему, да, Люси фильм. Там Скарлетт Йоханссон играла еще. И вот когда она прикасается, знаете, когда она сквозь эпохи перемещается в пространстве, это астральное путешествие, она возвращается в это, в исток вот этой силы внутри нее. Это до человечества еще, до человечества. И она прикасается вот таким вот движением, палец к пальцу. Там человекообразное еще, ну, примат, то есть это еще не человек. Она прикасается к ней, и все это сразу пространство возвращает. Так, что еще? Ну, понятно. То есть этот человек любит проводить время наедине с собой. Ей лучше, вот этой женщине или мужчине, лучше провести время на природе где-то, в уединенном месте, познавая что-то, может быть, читая, чем в обществе. Но это такая тонкая грань сейчас. Многим может показаться, что я говорю об обычном человеке, который, например, не любит общество, да? Ладно, давайте следующее оттолкнется, следующие вопросы посмотрим. И если там, возможно, вот она, сила, она выбирает вас. Эта сила дается Господом Богом. Все, Творец дает эту силу. И ваша задача ее либо принять, либо отказаться от этого. Либо принять, либо отказаться. Сейчас посмотрим. Так, признаки того, что вас выбрали для служения миру через эту силу. Смотрите, можно служить миру. Вообще, как работают энергопрактики, там целители и бабушки, вот эти вот ведуньи, которые исцеляют людей. Я общалась с такой женщиной. Она мне рассказала о том, что эти силы с ней всегда, то есть с самого раннего детства, с юности, с детства, она это чувствует. Есть этот дар, и сначала его просто замечают, что в ее поле человеку, животному становится легче, лучше, то есть, исцеляет, да. Но также тут она мне сказала такую фундаментальную вещь, что да, можно на своей силе что-то делать, исцелять, давать людям ресурсы, вот это все. На своей силе ты долго не выдержишь. Потому что человек, который отдает всего себя, он загоняет себя в итоге до состояния полнейшего энергоистощения. Потому что он все отдает, дает. Здесь другой момент. Целители работают с высшими мирами, с высшей силой, которые, они предки рода их. У нее был поток из именно космического пространства, как и у меня. Просто идет, и все. Ты это чувствуешь, и ты
эти силы берешь, энергию оттуда. То есть ты не всю себя, например, у таких целителей поток людей, ну, представляете себе, да, огромный просто люди, причем это несколько лет она этим занимается, ну, всю жизнь. Бабушка вот это занимается целительством именно. Вот, и нужно очень точно чувствовать, откуда ты сейчас берешь эту силу. Это твоя сила, либо это тебе дают оттуда. Если тебе дают оттуда, да, ты можешь что-то делать без вреда для себя, ну, то есть исцелять людей. Но это посвящение, опять же, вы должны пройти через посвящение. Признаки того, что вас выбрали для служения миру через эту силу. Сейчас. Так. Опять выбор, выбор, выбор. С закрытыми глазами выбор, борьба внутри, а потом что быстро, прорыв. Ну, я говорю, женщина пробуждается только через свой центр, космический центр, который не находится в ее матке. Ну. Мужчины таким ресурсом не обладают. Мужчины, они умом могут что-то там допонять, принять. Да, бывают люди, маги, мужчины именно. Но я таких не встречала. Эта женщина может проводить через свое тело, она когда проводит жизнь, новую душу в этот мир, она эту душу проводит через смерть. То есть из мира Нави она через свое тело, через смерть рождает в мир Яви. Поэтому только женский вот этот ресурс, он у нее находится в теле, когда женщина пробуждается, чувствует вот эти потоки. Вот сейчас вот девочки, которые проходят всякие практики, думают, что все те, кто проходят практики, могут обладать этой силой. Да, они, безусловно, могут обладать этой силой, потенциал-то есть, но не все его могут взять. Потому что с закрытыми глазами лежу, ничего не знаю вообще. Или, например, тебе подносит Господь, дает тебе эту силу, а она такая сидит и не видит даже этой возможности. Так, сейчас. Женская сила нарабатывается через вот это, как знаете, идет из ведьмовского, это же родовая память, да, инквизиция, преследование женщин со способностями, то есть ведьм, да. У нас даже сейчас, 21 век, у нас люди настолько, особенно мужчины, господи, это какой-то ужас, они настолько боятся вообще слова даже ведьма, ведьма, ведающая мать, это человек, который обладает этой силой проводить жизнь через смерть. Она связана с этим циклом жизнь, смерть, жизнь. И еще раз, жизнь, смерть, жизнь. Постоянно этот цикл меняется. Боятся многие. Думают, что это темное, что-то такое. Вот. Женщины, вы познаете и распаковываете в себе эту силу через групповые практики именно со своими, тоже с женщинами. То есть она познает, практикует что-то, и вы в этом в едином поле. Короче говоря, единое поле, когда вот это тогда идет распаковка в вас вот этого прям свечения еще быстрее, и ну, вы просто перестаете отмахиваться от этого. Движение идет. Так, движение. Вы трансформируете жизнь людей. Вы выводите как будто жизнь людей в другое русло, просто появляясь в этом пространстве.
Я же говорю, это немногие могут этим, ну как сказать, этим обладать, этим даром. Даром трансформировать обладают очень малое количество людей. Вы тот человек, ради которого другой человек будет трансформироваться. Вы просто приходите в это пространство, и хочет он, не хочет, человек этот бежит просто в трансформацию свою, именно в свет. В вас содержатся все 4 стихии, вот эта связь с 4 стихиями и способность удерживать вот эти эмоциональный баланс в себе, потому что качелей много может быть. Так, а это двойка кубков, любовь, разрушение. Так, сейчас. Карта очень сложная, очень. Я не знаю, кто-нибудь меня поймет сегодня. Этот расклад, я говорю, не для всех вообще, абсолютно. Вы трансформатор, вы приходите в жизнь людей, вы либо разрушаете до основания их жизнь для того, чтобы человек понял, что он живет не по тому сценарию, не по своему сценарию своей души, понимаете? То есть это когда человек живет не своей жизнью. Вы приходите в его жизнь, допустим. Также я таким человеком являюсь. Я прихожу в жизнь людей, я им просто показываю. Либо я до основания разрушаю все то, что должно уйти, неправду, тотальную неправду и ложь, в которой они живут годами, либо притягиваю в их жизнь это вот божественная любовь, и это для женщин, это распаковка в вас, императриц, вот этой энергии, природы вот этой в вас, этой мощности. Ну, по справедливости это идет, все по справедливости. Вот смотрите, когда-то мне сказали другие люди о том, каков мой дар, именно мой дар. Я, любя, отсекаю всегда. То есть у меня световой меч есть внутри меня, как бы. И я прихожу в жизнь людей, когда как проводник, как целитель, да, я отсекаю, любя. Это очень сложно, вообще сложная концепция, потому что люди думают, что если отсекать, то это значит, она там ненавидит и все такое. Нет, это значит полностью человека с глаз шоры убрать, вот с глаз убрать шоры и подсветить ему абсолютно путь. Вот, смотри, у тебя какие дороги есть и перспективы, потому что человек бывает загнан как будто в угол, и он сам себя загнал туда. Угу. Понятно. Это распаковка идет, да? Давайте еще посмотрим. О. Ну, понятно. Вы всегда в себе чувствовали этого дракона внутри вас. Всегда чувствовали. Это сила.
Это не темного порядка силы, это просто огненный внутри вас. Огненная сфера, которая вас двигает. Вот этот шар. Как это объяснить? Как это по-русски сказать? Господи, я знала всегда, что у меня есть внутри дракон. То есть, если он просыпается, это все, всем хана будет. Но он же может и служить вам. То есть, в гармонии вы можете и без вреда для окружающих, вот эта сила вас может толкать. Вот это как раз-таки энергия. Это огромный потенциал энергии, который есть у вас. Энергетический ресурс такой женщины просто феноменальный. Она может вытянуть все абсолютно, если это захочется. Если захочется, она может поменять вообще траекторию движения планеты. Ось земную сместить. У вас это пробуждается только через любовь. Именно глубинно, когда вы познаете, что такое вообще тантрическая любовь к мужчине, не физическая, боже ты мой, нет, не про это вообще речь. А когда вы взаимодействуете на уровне энергии, когда вы энергетически можете его, даже на расстоянии, настолько, то есть он будет вас чувствовать, он будет всегда знать. И такой мужчина, во-первых, он никогда вас не забудет, потому что у вас энергия есть. И у вас именно во взаимодействии, в тантрическом, как бы, сексуально этого обычно, как объяснить? Это не только физика, понимаете? Это не только слияние физического тела, да, как это, чтобы не забанил YouTube. Это тантрическое взаимодействие на уровне галактик, галактическое, в космосе, когда вы летаете с человеком, когда вам не нужно к нему даже прикасаться, потому что вы можете прикасаться к нему только своей энергией, и все. И человек, он к вам просто, у него открываются все абсолютно, все энергетические его центры начинают работать в правильном русле, потому что активация происходит. Это вот когда женщина встречает свое близнецовое пламя, это женщина, которая, и мужчина тоже, но мужчина просто при взаимодействии со своим близнецовым пламенем тоже идет в трансформацию. Это неизбежно. В нем активируется что-то такое заложенное в нем, которое он забыл. И он жил, не тужил там сколько-то лет, да, а потом встречает такую женщину. Все, жизнь прежней не будет никогда, потому что она его причастила к этому свету, к божественному свету. Говорю вам абракадабра, у меня такое ощущение, что кто меня поймет. Правильно, у вас восхождение идет, у вашего духа, как модуляция, знаете, модуляция — это другая тональность, выше, выше, еще выше, то есть вы идете по лестнице вверх. Так, что еще? Все пути ведут домой. Так интересно. Главное, здесь и это выскочила карта, а здесь вообще другие. Ребята, понять, простить. Обалдеть. Карты-то такие разные. Так. У женщин распаковка это происходит именно в женском круге больше. Так, и что еще? Через благость, через... Обычно передают не напрямую, мать передает дочери, например, нет. Это передают либо внукам, либо правнукам, то есть через поколение, либо еще через несколько поколений передают, не напрямую идет. Но опять я говорю, это
это взаимодействие с мужчиной. Через мужчину идет какое-то вот пробуждение в ней вот этой силы. Ага, ну правильно. Вот она рождается, эта душа. Она жизненные уроки проходит. Всегда такие люди, которые обладают этой силой, проходят жесткие кармические уроки. Потому что силы так проверяют адепта на его выносливость, на распаковку, то есть его талантов, его предназначения. Если это хиленький человек, он просто этого не выдержит. Поэтому даются жесткие уроки обычно таким душам, тем, кто потом ведет людей, например, в трансформацию, либо как проводники, как целители, как ясновидящие. Вот это все через жесть какую-то всегда проходит, как протаскивают, знаете, через лесом по асфальту такое ощущение, потому что вы всегда задавались себе вопросом, да почему же такая жесть только у меня? Как будто дети нормально живут, а у меня вот жесть. Вот, ну, как бы, но я вам сейчас говорю не просто с потолка. Это вот реально, это моя история и история людей, которые проходили через это. Это всегда через жесть какую-то, через жестокие уроки жизни, кармические узлы, которые завязаны как канаты, как морской узел, которые развязать хер его развяжешь. Но я говорю вам, через истинную любовь идет у вас. Пробуждение этой силы происходит через истинную любовь. Вот когда женщина и мужчина соединяются в истинной любви, я сейчас говорю вообще не про партнерство, не про свадьбу и семьи ваши, нет. Этот человек и эта женщина, они соединяются на том уровне бытия. И они это оба чувствуют и знают, что не просто так. Они пришли в жизнь друг друга. И это другое взаимодействие. Это не кармические партнеры. Это божественные партнеры, которые сам Творец дал эту пару человеку. Дает он пару этому человеку одну. Не бывает, чтобы было божественных пар там. Ой, ну вот с Люськой не получилось, пойду вот с этой там, допустим, да? Нет, вам просто никогда больше этого не дает Господь. У вас будут женщины или мужчины, да, партнеры какие-то, но это будет опять, ну, жесть, что я вам могу сказать. Эти люди обладают такой сильной энергетикой, что их взгляд, ну, по взгляду можно понять сразу, что перед вами ведущий человек. Сильный взгляд, не отводит глаза, не прячется. Либо, если он даже... Тут дело в энергетике. Тут дело не в том, что ты как там, пытаешься там, да, пытаешься, например, не отвести взгляд от человека, ну, там, общаешься, да, изо всех сил. Нет, это просто, вот ты просто один раз посмотрел на человека и все. Либо он твой, этот человек. Ну, то есть это взаимодействие на уровне энергии. То есть неважно, кто перед вами, если женщина такого порядка, то есть ведающая, да, обладающая этой силой, посмотрит на человека, то, собственно, он этот взгляд не забудет. Так, что еще? Ну, предки обычно дают вам эту силу. Силу целительства через предков вы получаете. Ага. И я вам сказала, что это всегда ощущение, что вы на какое-то время должны быть полностью в одиночестве, в тотальной черноте и пустоте. Вот через это, когда у вас темная ночь души, когда вы ощущаете, что ну дальше уже некуда, вот тогда и приходит эта сила у вас. Так. Мы сейчас будем смотреть. Не закрывайте расклад. Если вам что-то непонятно, это ничего не могу сделать, потому что мне тоже очень сложно это читать.
Потому что это не объяснишь, знаете, как это словами. Так, чего? Основные, давайте, этапы трансформации. Вот что я посмотреть хотела. Основные этапы трансформации. Вы поймете. Все, карты летят. Основные этапы трансформации вашей. Ага, обнуление обязательно. Так. Печальный какой-то опыт, уход от чего-то, уход. Вот прям реально уход. Либо разрушение отношений, разрушение семей. Что еще? Через повешенного. Вы как будто, когда вы висите в кармическом уроке, у кого-то это связано с отношениями. Вот когда происходит какая-то, вот знаете, ну, развал семьи происходит, например. Вы уходите оттуда, вы зависаете в этом кармическом уроке, познаете, для чего вам нужен был этот опыт. И у вас распаковка этой силы идет. Ну, и дьявол тут, конечно, помогает в этой распаковке. Основные этапы трансформации. Болезнь. Обязательно. Шаманская болезнь должна быть. Если, смотрите, это я сначала, знаете, как я когда про это только... Ну, то есть и не углублялась, и когда я не принимала свою собственную силу, как ко мне пришло? Через как раз-таки вот эти все этапы я прошла, вот все этапы. Когда темная ночь души, когда чернота, когда ты не понимаешь вообще, как тебе жить дальше. Ощущение того, что тебя загоняют высшие силы в болезнь. Причем болезнь, вот эта вот шаманская болезнь, если интересно почитать, что это такое. Это когда его, человека, адепта, да, силы нахлобучивают вот этой болезнью. Ты должен эту силу принять. Если ты ее не принимаешь, тебя ломают еще больше через колено. Если ты ее еще не принимаешь, ну тогда, извините, летальный исход. Вот только так работает. Если же ты, вот это, знаете, это грань, когда тонкая-тонкая эта грань, когда ты чувствуешь, что вот еще чуть-чуть, и все, будет исход просто. Я уйду, и ну, это больно всегда. Трансформация — это всегда больно, это не просто, знаете, вот модное такое слово трансформация, я иду в трансформацию, это пипец как больно. Это ваше физическое тело выкручивается для того, чтобы в вас код ДНК даже стал другим, чтобы ваше наполнение, кровеносная система, все системы вашего организма внутри, они перестраиваются. Вы, когда начинаете проводить вот такое количество энергии из потока, чтобы ваш организм, ну, не сразу не это, чтобы сразу белые тапки не надевать, вас готовят, и вас готовят через жесткую болезнь какую-то. Вот. И человек долго достаточно валяется в этой болезни, и это болезнь физического тела, реальная. Либо как раз-таки ну, всякая кукушка, когда едет, тоже туда же. И у человека один выбор, по сути. Если он хочет жить, он просто говорит: я принимаю эту силу, я готов, я принимаю эту силу, Творец. То есть вы заключаете договор с Творцом, с высшими силами о том, что я готов принять этот дар, я готов служить Тебе, Господи, служить этому миру через свои способности, через целительство, через, ну, смотря какие у вас способности, вести людей к лучшей жизни, к исцелению, к осознанности, да, я готов. И вот же предки рода, Творец, высшие силы, они просто смотрят на это, что человек действительно готов. То есть у него выбор либо умереть, либо выйти вот на этот путь. И он говорит: я готов принять этот дар. Вы принимаете этот дар,
вы беседуете с Творцом, то есть вы говорите, это, понимаете, нельзя сказать Творцу, я принимаю этот дар для того, чтобы просто выбраться из этого тупика, чтобы не подохнуть. Нельзя этого сказать. Вот просто потом вас все равно накроет медным тазом, потому что вы заключаете договор с высшими силами. Вы обязаны этот договор, соблюдать. То есть действительно, в любое время, в любом контексте я всегда буду служить этому миру. Это ваша готовность. Так что, девочки, мальчики, кто действительно готов по этому пути идти, принимайте. Это понимание того, что вам будут даваться еще больше сил через отшельничество, через неимение нормальной личной жизни. Потом все равно личная жизнь-то. Вам, знаете, какой контекст тут идет? Вам нельзя вступать в отношения ради, знаете, как ради статуса, что ли, вот так вот. Ради того, чтобы быть в семье. Просто потому, чтобы быть в семье, статус у меня будет, вот я такая классная буду, мужик мне будет деньги приносить, и все. Вот это надо отсекать. Кстати, много так баб и живут, на самом деле. Через темную ночь души надо все равно будет пройти. Будет момент как раз принятия этих страхов, потому что будет очень страшно. Когда ты погружаешься в темную ночь души, это очень страшно. Это к вам являются... то есть вы сразу это поймете, вам явился Бог, вам явился Творец, высшие силы, ангелы-хранители вам пришли. Вы поймете это ни с чем не спутаешь. Либо сам дьявол к вам пришел, и как вы с ним справитесь, нет. Либо это умершие, предки рода, умершие люди к вам приходят в ваших ночных кошмарах, в ваших снах, через обычно астральные путешествия, когда вы во сне. У меня очень много знаков именно через сны идет. Прям поток идет. И у вас открываются перспективы тогда. Так, этап трансформации. И вы в мага превращаетесь как раз-таки. Пробуждаете в себе эту силу. Вот это да. Фундаментально, ребятки. Вот это вам стоило послушать до этой минуты. Смотрите, что происходит. Когда вы отказываетесь, отрубаете нафиг лже-семьи, чтобы статус был, чтобы просто жили вместе, да, не тужили. Когда вы добровольно понимаете, что я лучше буду один или одна, чем с кем попало, то есть вот так, да, что вам через манипуляции, через хитрость, через ложь семью нельзя строить. Во вранье любая, вы знаете, вибрация просто вранья есть. Я, например, женюсь на ней или выйду замуж за него, потому что он мне там что-то должен. Короче, даже не хочу в это погружаться. Это такая хрень вообще. Через страх души, через вот эту темную ночь души, через кошмары к вам как раз-таки приходит эта сила. Когда вы сказали уже Творцу, вы договорились, вы этот договор скрепили своим обещанием, своими словами, что я буду всегда служить этому миру через свою силу. То есть я принимаю этот дар. Только, Господи, помоги мне исцелиться, да? То есть в этом контексте. У вас тогда открываются возможности. Это постепенно происходит, это не на раз-два. Смотрите, какой ряд, видите? Это 2 ряда. Вы становитесь магом. То есть это магические способности у вас открываются, да? Дальше. У многих идет
либо божественное партнерство, и то есть это либо взаимодействие с тем человеком из прошлого, либо новый человек какой-то, но прям вот любовь любовная, вот прям вот самая наивысшая, знаете, ипостась, когда у вас начинается новое начало, то есть вы начинаете идти по этому пути и что-то делать для своего дара, для людей, для мира этого, что-то делать. То есть распаковывая этот дар постепенно, давая людям, и вам дает Господь еще больше даров, талантов, ресурсы для того, чтобы вы и дальше служили этому миру. То есть вы не должны быть просто, знаете, как пустышка, пустое место. И вот этот человек, человечишка, маленький человек, знаете, не обладающий энергетикой, хочет, чтобы жизнь у него была сладкая и гладкая. Вот. Нет. Здесь человек силы, вы сразу поймете, что это человек силы. То есть от него невозможно скрыться, что-то проманипулировать, что-то там, знаете, он считывает моментально ложь, любую вибрацию лжи. Вот как бы вы ни пытались, даже на расстоянии, допустим. Вот это у меня такое. Я чувствую людей по вибрациям по их. То есть мне, когда, например, пишут на личные расклады, я сейчас людей беру на личные расклады, только чувствуя их внутреннюю, то есть это там свет, человек действительно хочет что-то узнать, познать, и что им двигает. Любая ложь, любое несовпадение по вибрациям, все, я не буду брать этого человека, потому что я понимаю, что там, я не буду на это тратить время свое. Как остаться в ресурсе и не поехать кукушкой? Вот хороший вопрос, да? На самом деле это и предполагается, когда вы вступаете на этот путь, что в какой-то момент может показаться, что вы едете кукухой. Самое главное, этапы трансформации, вы поняли, да? То есть к вам приходят, вы сначала какой-то жесткий кармический урок проходите. Висите в нем, можете годами висеть, там по 12, по 20 лет люди висят в этом кармическом уроке и никак не могут выгребсти. Они уходят потом из этих отношений, из этой семьи, как бы разрывая вот эту связь, с привязки разрывая. Погружаются на дно своей души, через болезнь их рихтуют высшие силы, то есть вообще приводят в этот вид, когда человек действительно может что-то дать этому миру. Только через болезнь идет. Вот как хотите. Не бывает так, что если вам говорит человек, что он там целитель, допустим, или шаман, что он никогда не болеет, там, или вы видите, что действительно человек, как будто, знаете, это значит, это может быть под темными, потому что высшие силы всегда дают вот эту, именно проводят, как бы протаскивают сквозь материю именно человеческое тело для того, чтобы оно адаптировалось и стало проводником для вот этих высших энергий. Вот так. И это всегда через болезненную трансформацию и боль. Вот. Когда человек на грани жизни и смерти, вот он познает, когда он хочет, у него могут быть суицидальные мысли и так далее, да, но в какой-то момент он обращается к Творцу, и я вам сказала, да, договор вы заключаете, вас вытаскивают высшие силы с этого смертного адра, но это на самом деле так, то есть люди проходят очень жесткую трансформацию. Потом уже, когда в нем сила пробуждена, эти трансформации будут легче и легче и легче. И он будет проходить это быстрее и быстрее. То есть за 5 дней вы можете пройти, ну, такой хороший такой промежуток времени, как бы, да. Вот, так, что я хотела? Как не поехать кукухой, да?
действительно, можно поехать. Так. Как оставаться в ресурсе и не поехать кукушкой. Вот я говорила о чем. Сейчас. Очень интересно. Вообще, конечно. Действительно принять эту силу, как королева жезлов, то есть это фея, это целитель. Кстати, она обладает целительским даром руками. Это женщина. И она видит, ну, как фея, как волшебница, да, можно так сказать, ведьма. Ведьма, короче говоря. Так, через болезнь она проходит все равно, но она откапывает как бы в себе. Либо у нее есть помощник, это как раз-таки покровитель, человек, который... Девочки, либо у вас мужчина есть такой, который вам помогает, именно, ну, в материи, просто мужчина, который вас, как сказать, можно так сказать, фундаментирует, потому что у нее много энергии, когда он дает ей вот эту форму, как бы форму для того, чтобы она выражала свой дар через вот эту форму. Либо это ваш наставник, либо это, ну, это фундаментальный человек, понимаете, он связан с материей, прочно стоит на ногах, либо это предок вашего рода приходит, вам помогает. Кстати, да, либо это дед, либо отец, либо, скорее всего, дед и прадед даже туда. Да, потому что он связан с этими, с высшими силами, он чувствует тоже тонкие материи. Вот. Император. То есть настоящий мужчина. Он дает вам эту помощь, эту поддержку, фундамент этот. Внутри вы себя всегда чувствуете все равно. Как бы вас ни плющило, вы чувствуете в себе этот фундамент. Я это пройду, я выйду из этого, да, это просто сейчас очередная там трансформация идет, или как, ну, период такой, да, у всех ведьм он есть, этот период. Легче к жизни нужно относиться. С одной стороны, это праздник, то есть позволять себе быть в легкости. Не постоянно, когда, ну, это действительно можно кукухой поехать, когда ты только с высшими мирами общаешься, все, да. Нет, позволять себе радости жизни какие-то, да, при этом вы, это фундаментально, вы связаны с Творцом, вы постоянно с Ним разговариваете, молитесь, либо обращаетесь к высшим силам, к предкам вашего рода. Это сейчас я не говорю про эгрегор даже, это про другое, это про общение с высшими силами, про Творца. И Он дает вам этот ресурс и знания. Далее вы познаете сами, как маг своей судьбы, познаете, раскапываете практики нужные вам. То есть вы как бы общаетесь со всеми стихиями, в себе заключая эти стихии, и из них подпитываетесь. Вот ресурс, да, вода очень хорошо, огонь, да, воздух, земля. Вы чувствуете это и познаете, много-много познаете. То есть вот карта познания нового, да, гуру, может быть, ваш наставник есть какой-то. Смотрите, наставник — это не обязательно живой человек. Это сила, когда приходит, это может быть предок вашего рода, который пришел к вам и дает вам ключи. Вот. Дальше. Радость жизни, счастье. Фундаментальное счастье. Когда вы умеете испытывать это счастье. И вот она у вас, трансформация завершается. Вот этот болезненный этап, когда вы думали, что вы поедете уже кукушкой, когда люди, может быть, на вас реагируют так странно, знаете,
все, этот этап завершается именно тогда, когда вы познаете этот вкус жизни и счастье тотальное. Счастье в вас самих. Счастье не от того, что у вас там есть партнерство, какие-то вещи, там деньги и так далее. Нет, а счастье в вас самих. Ведьмочки, вы меня поймете. Я надеюсь, я вам донесла эту мысль, как не поехать кукухой. Просто быть в моменте, быть легкой, быть в моменте. Знать, что это этап, это нужный этап пройти. Чтобы быстрее его пройти, мягче пройти, я не сопротивляюсь этому моменту. Я знаю, что мне нужно просто подпитаться ресурсом через стихии и там практики послушать какие-то, познать что-то, почитать что-то и прийти в целостность. Это занимает малое количество времени уже. То есть это не та глобальная болезнь, когда к вам приходят высшие силы и говорят: на, бери дар. А человек такой не готов просто, да? Это другое. Это уже, эти этапы трансформации нужны все равно каждому адепту, потому что он становится все сильнее. Соответственно, его готовят к тому, чтобы он на большее количество людей мог, например, проводить свою энергетику к большему количеству людей. Соответственно, его нужно подготовить, его тело подготовить, его разум, его сознание и так далее. Так, что тут еще? Что будет, если вы откажетесь от этого дара? Вот это, кстати, очень интересно. Что будет, если вы откажетесь от этого дара? Ну так, посмотрим. Потом я на космосе еще хочу посмотреть. Сейчас. А знаете, что показывает карта? Удивительно. Карта показывает, что вы не сможете отказаться. Даже если по первой вы начнете отказываться, вас будут разрушать еще больше. Еще больше, еще тяжелее будет, еще тяжелее. Вы поймете, ё-моё, как я вообще смогу выбраться из этого? Вам дают такую болезнь, что вы лежите и понимаете, что вы либо помрете, либо вы пойдете в этот дар. Если вы не берете этот дар и говорите: нет, я всего лишь человек, я не буду ничего делать со своей жизнью, разрушение еще больше, крах. Это может быть и смерть. Сам дьявол пришел к вам. Ребята, подождите, еще информация идет. У вас темные будут очень сильно гробить прям. Вы поймете, что вы можете потерять самое ценное, что у вас есть, душу свою. Поэтому темные будут приходить. Это темная ночь души, когда вы действительно это ощущаете. Что как будто просвета не видно. И это очень тяжело. Это не просто тяжело, это уже все, это край. Это уже человек не может это тащить. И вы вдруг осознаетесь на какое-то мгновение, понимаете, что нет, я цепляюсь за эту жизнь, и я говорю Творцу о том, что я готов. Или я готова, я принимаю этот дар. Вам дается новая жизнь сразу же. Вы практически на следующие сутки уже более-менее будете себя чувствовать. Легче вам станет, легче.
Это как искушение дьяволом будет, когда бесятина приходит, когда вот это вот сущности вас будут мучить страхами. Вот этим всем вам нужно прожить эту ночь души в себе и взять вот этот новый шанс, новая жизнь. И у вас через как раз-таки пробуждение в себе любви, все равно любви. Так, что дальше? Через любовь это еще, знаете, как пробуждение начального, вот это вот тока любви в вас. Это как жизнь, сама жизнь как будто вливается снова в ваше тело. Через некоторое время вы себя чувствуете победителем, то есть вы на коне, вы в ресурсе, вы начинаете творить свои какие-то дела, хорошие дела для служения этому миру. К вам приходят, вам помогает Творец, либо вам помогает предок вашего рода, сила вот эта высшая, либо какой-то наставник, учитель, возможно. Вы учитесь, вы обучаетесь, вы в себе эту ценность пока только наращиваете. То есть понимание происходит медленно, да? Ну как медленно? Ну уже не медленно. Просто это, говорю, начальный этап, да? То есть вы только-только как ученик начинаете действовать. Вам дается энергия для достижения, и вы работать начинаете, много работать на этом поле. Так, это что? Ну, конечно, сомнения будут. Сомнения будут. Так, не хочу я эту колоду брать. Ничего не говорит она мне. Так. Какие силы с вами взаимодействуют? Давайте посмотрим. Вам понятно, да? Если вы не принимаете эту силу, что будет? Вас будут плющить еще больше. Отнимать последние трусы, если вы не будете это принимать. Отнимать ресурсы, отнимать деньги, отнимать здоровье, отнимать близких, отнимать все отнимать, если вы не будете тотально и смело идти в этот путь. Потому что вам это предназначено, предназначение есть у души. Если вы целитель этого мира, то есть для людей пришли служить этому миру, то будьте добры, служите этому миру. Если нет, вас уберут, потому что, ну, а зачем? Зачем тогда на планете Земля, находиться вот таким людям, которые ничего там не приносят? Это же не обязательно, Господи, через магический дар. Это фундаментально, например, это врачи, это люди, которые обладают какой-то профессией, это творцы, это великие композиторы, художники, музыканты, да, певцы. Знаете, мне сегодня пришло, тут фундаментально, история Уитни Хьюстон, да, это девочка, которая, да, обладала таким голосом, это божественный голос, это вот просто феноменальный дар обладать таким голосом. То есть ей высшие силы даровали щедро на. И что значит женщине связаться не с тем мужчиной? Вот она связалась, по привязке по дьяволу там была, и все. Человек, мало того, ну почитайте биографию ее, ну это ужас просто, ужас ужасный. И я просто, знаете, как вспомнила ее исполнение, даже не клипов там, песен из «Телохранителей» и так далее, да, самая известная песня, нет, а то, как она исполнила гимн США на какой-то игре, ну какая-то большая у них там игра была на стадионе, она исполнила акапелла, то есть сначала оркестр там вступил, а потом она одна начала своим голосом петь. Когда я услышала этот голос, у меня мурашки просто вот по всему телу. Я поняла, что вот это божественный дар. Но этот человек отказался от своего божественного дара в пользу того, что он начал взаимодействовать, общаться и не с теми людьми. Вот что значит, девушки,
Мальчики, вот что значит общаться не с теми людьми. Вот что значит прогибать пространство. Вот что значит, когда вы идете наперекор Творцу, вам даются возможности, а вы просто берете и просираете это все, потому что находитесь не с теми людьми, не с теми партнерами, допустим. Господи, сколько таких судеб загубленных, именно потому что человек не осознает. Да ты не с тем человеком находишься, просто его оставь его в покое. Этот человек принесет тебе только разрушение и горе. Но нет же, мы же поженились, и поэтому будем терпеть вот это разбитое сердце. Какие силы с вами взаимодействуют? Давайте. Что-то у меня прямо силы с вами взаимодействуют. Так. Как вы должны понять, да? Какие силы с вами взаимодействуют? Но их не перепутаешь на самом деле. Только бесы могут вас с панталыку сбивать и хитрить, ну то есть обманывать. Вы не получите правды от них никогда. Но все остальные силы вы будете точно понимать, что перед вами кто находится. И какая-то энергия идет, просто прет вот такая, что... Сила Шакти, да. Что еще? Благословение. Смотрите. Когда к вам будет приходить этот дар, когда будет происходить это взаимодействие с этим даром, с этими силами, это может быть и, конечно, будет приходить и инферно, но темное, но также вам даются ключи для того, чтобы вы это отличали, кто к вам пришел, чтобы вы понимали, с кем вы взаимодействуете, на какой путь вы становитесь. Если инферно приходит, вам только нужны деньги, секс и хорошая жизнь. Все. Вот эти люди сразу, ребята, узнавайте своих партнеров, которые только хотели быть на троне жизни. Узнавайте. Вы знаете этих людей. Вы должны отсекать это от себя, потому что это инферно, это темные программы. Так, сила Шакти, благословение, 7 благословений Евы. Да, это Ева, Адам и Ева. 7 благословений ее. Это кундалини-йога, господи. Это кундалини-сила, которая в вас есть. Она пробуждается в вас. Вот. Мне одна девушка как раз-таки сказала, как у нее сила, то есть она ощутила это пробуждение силы вот через открытие как бы вот этого канала, через кундалини. То есть у нее как будто вот взрыв произошел галактики. Какие силы с вами взаимодействуют? И темные, и светлые, да, будут приходить темные, будут вас искушать. Но ваша задача не поддаваться и не висеть в жертве. Когда мужчина или женщина не хотят брать этот дар, его плющат еще больше.
А как они не хотят брать этот дар? Они начинают жаловаться. Я жертва обстоятельств. Я не могу больше пройти вот этот путь. Мне так сложно, мне так больно там. И меня можно только через поглаживание. Да нет, блин, вас будут плющить еще больше, пока вы не примете, не скажете: да, Господи, я готова это принять со всеми вытекающими. И тогда вам будет дароваться еще больше, благословения вам будут даваться. Сразу же, потому что вы с детства, вы знали, что ваша душа для этого пришла в этот мир. Обнуление, так. Состояние нуля, состояние ничто, либо как маленький ребенок, как будто снова вступаете на этот путь. Пробуждение силы идет через вот эту световую, знаете, кстати, через фамильяра, может быть, вашего. Фамильяр — это ваше животное, которое вас сподвигает на это. Господи, как тотемное животное идет. Вообще, очень мощная сила внутри вас. Это из солнечного сплетения, вы это сразу почувствуете. И вам выбор будет даваться. Вот смотрите, если с темными пойдете, да, будете зависать вечно в космическом пространстве и в пустоте. Если же вам, да, вы идете в солнце, в свет, понимая, что вы идете в свет, вам дается благословение на ресурсы, на обретение здоровья, красоты, любви и всего самого прекрасного именно в земном плане. То есть это вот прям любовь идет. Вот это энергии, ребятушки. Я не знаю, кто-нибудь вообще поймет сегодня мой расклад? Боже, что ж так сложно-то, Ну, я надеюсь просто, что вы хоть что-то возьмете полезного. Ага, погружение в инферно и выход к Творцу. Сейчас. Погружение в инферно и выход к Творцу. Смотрите, это неизбежно. Погружение в инферно — это значит, вы должны пройти через темную ночь души, когда вас будут готовить именно к принятию этого дара. Это самые темные времена вашей души, вашего физического существования, самые темные времена. И выход к Творцу. Через что вы выйдете к Творцу? Давайте посмотрим. Звездные братья. Через доверие Вселенной, через понимание, для чего вы воплотились в эту жизнь, на этой планете, для чего вы пришли на эту землю, как быть человеком, как не отвергать мир, а принимать его. Опять, видите, отвергаю мир, отвергаю дары, либо принимаю их. Через выход к Творцу, через удовольствие, через вкус к жизни, когда вы не как мертвец, когда ничего не чувствую, не боюсь и не чувствую, и вообще вот это все. Когда вы ощущаете взаимосвязь с другими людьми, вы чувствуете их энергетику, тонко чувствуете любовь, энергию любви. Вот это из любви говорит человек или нет? Вы это тонко будете чувствовать. Это к вас выведет как раз к свету. То есть в общении с людьми, когда вы общаетесь с людьми через любовь, и когда вы слышите их тоже, то есть вы начинаете улавливать, они говорят из своей боли,
из страдания или из своей злобы, либо они в любовь идут и из любви говорят. Ну и вы идете к Творцу из инферно как раз-таки, если вы берете полную ответственность на себя и говорите: я лидер, я веду не только себя, своих близких, но и людей, которые ко мне обращаются, либо меня слышат, либо взаимодействуют со мной. Даже не обязательно, что вы целителем будете. Вы можете быть просто человеком, который живет и, допустим, работает, ну, обыкновенная работа, да, очень хорошо, например, там, инженер хороший, к примеру. Но к этому человеку тянутся все, потому что он обладает этой энергетикой. Знаете, вот мне недавно, буквально вчера, рассказали эту историю, и я сказала, что я ее вспомнила, эту историю, я ее помню до сих пор, эту историю. Это когда человек действует из доброты, из любви, либо он действует из бесов, из какой-то темной вот этой прошивки, из этого темного мира, из инферно. Это когда у моей знакомой женщины, ну, была семья, понятное дело, и у нее сохранились мешок писем, прекрасных писем, где писали, говорит мне, мои одноклассники, поклонники, там, просто мешок вот этого открыток красивых, с добрыми пожеланиями, письма какие-то, и вот это все. И дочка ее играла всегда с этими открытками, а бабушка этой девочки, да, то есть свекровь этой женщины, собрала эти письма, и когда ее не было дома, просто сожгла. И она говорит: Юля, я до сих пор помню, как будто мне вырвали часть души моей. Вот это о чем говорит. Это говорит о том, что тот человек был мало того, что под сущностями, но еще и под конкретным, ну прям бесом ходил. То есть это зло. Вот это инферно и называется инферно. Если вы проходите через этот ад, через это инферно, взаимодействуя с кем-то, с каким-то человеком, который вас высасывает из вас энергию, который вас обесценивает, юзает, который вас жестоко к вам обращается с вами, как с ребенком, как с человеком, который, да неважно, какой возраст у вас, это не важно. Жестокость, она не оправдана вообще, и она может проявляться в любом аспекте. Вот даже через просто ты сожгла письма другого человека. Какое ты на это имела право. Вот. Когда вы проходите через это и не озлабливаетесь, как сказать, зло вас не берет, вы когда все равно невинность эту внутри, эту доброту сохраняете. А эта женщина, которая мне рассказала это, сохранила в себе это зерно, эту доброту. Вот поистине вам будет дано и дароваться дальше от Творца. От Творца будет вам дароваться, да. И вы пройдете через эти жесточайшие уроки. Эта женщина прошла через очень жестокие уроки жизни. Там просто очень жесткая жизнь была. Вот так. Но человек светлый до сих пор. И я очень люблю, когда люди сохраняют в себе вот этот светоч. И вне зависимости от возраста, вне зависимости от того поля деятельности, чем они занимаются, может быть, там на пенсии. Ну, она на пенсии сидит, но к ней так дети тянутся, вы не представляете. И она, как
как раз-таки раньше была воспитателем в детском садике. И вот этот человек действительно своей профессии, именно маленькие души, она их понимает, маленькие души людей. Хотелось посмотреть. Как вам вызывать эту силу? Вы просто обращаетесь к этой силе, говорите: проявись, покажись, приди ко мне, покажи мне ключи, научи меня. Вам придет во сне, вам придет либо из общего поля, из ноосферы, из вот этого, из абсолюта, какой-то знак вам придет. Вы это поймете. Проявись, покажись. Давайте на воду скажем. Итак, если вы готовы принять эту силу, принимайте сейчас с моими словами вместе. Творец, высшие силы, ангелы-хранители мои, предки моего рода, я готов принять эту силу полностью и всеобъемлюще, принять эту силу и идти путем света. Я готова служить этому миру, даровать этому миру знания, энергию света, любви, добра. Я готова. Проведи меня, Господи. Проведи меня именно моим путем. Я готова принять эту силу для того, чтобы исцелять людей, для того, чтобы трансформировать их, для того, чтобы дарить им любовь и исцеление. Я готова. Если вы не готовы, не делайте этого. Покажись, проявись. Магическая связь. У вас, да, духовный рост идет все равно через какой-то жесткий урок, через конфликт, но все равно взаимосвязь с этим, например, с этими людьми, либо с этим человеком, с одним, да. Космическая связь, вы ее чувствуете, кармическая связь у вас есть. Всему свое время, то есть это не к тому, чтобы вы бежали вперед через этапы, прыгая через этапы, это можно ноги сломать. Вам нужно постепенно приходить и распаковывать в себе этот дар. Ну, к вам сам Творец пришел, вот эта энергия космической любви, посланник, как ангел-хранитель, гармонию, баланс несет вам, и исцеление, и вот этот чистый свет. Вы эту силу почувствуете сразу и обретете потерянные земли вновь. Как будто вы вспомнили дары своей души, как будто вы вспомнили вот эти родовую память свою подняли из глубин и вспомнили, что вы наделены уже этим даром. Обычно люди силы, человек силы наделен этим даром на протяжении многих и многих воплощений. И в этом воплощении он как бы собирает вот эти все опыты из всех жизней. Ну, то есть вы либо вспоминаете свои прежние жизни, да, прошлые жизни. Кто-то в это не углубляется совсем, но я вам могу сказать, когда вы контроль отпустите, вас поведет туда именно, то есть вы распакуете в себе это. Когда прекратите мнимый контроль какой-то держать, когда вы прекратите вот это вот цепляться за свою действительность, которая уже все, она уже отжила свое. То есть, если вы человек силы, вы должны взять эту силу для служения, для того, чтобы этот мир стал лучше.
хоть в чем-то, но лучше. Поэтому вам нельзя отказываться или забывать об этом. Как еще, знаете, вам я хотела сказать о том, что вот эта родовая память об инквизиции, о гонениях на вот этих женщин, она сохраняется через века, через поколения, она сохраняется. И у вас вообще, у человека силы потом, когда как раз-таки силы приходят к вам, высшие, да, дают вам на твой дар, бери, они вас защищают. И защита будет действовать. И еще нужно, ну, конечно, работать над тем, чтобы ресурс у вас не истощался. То есть, когда истощается ресурс, может и защита немножко это. Но в основном уже вам станет легче, когда вы примете это, вы поймете, что вы под защитой высших сил. Потому что вы ценный очень человек для этой планеты. Так вот, ваша сила, ваша защита будет действовать как откат. То есть, если человек какой-то с дурными помыслами, с дурными намерениями вторгается в ваше пространство, что-то делает, гадит, внутри реально вот такие отморози есть, да? Нельзя обижать человека-светлячка, это тот человек, который несет свет, и человека, который обладает вот этой силой. Просто он даже не думает уже об этом человеке. Но высшие силы таких дают люлей тому смельчаку, который посмел просто вступить даже на эту дорогу. Вот человек идет по своей судьбинной дороге, да, воплощая свой дар в жизнь. И ему кто-то палки в колеса ставит, или мешают, или там в работе, или в личной жизни, там какие-нибудь вражины, знаете, есть. Пощады не будет никому. Вот. Если человек не понимает, тот обычно понимают сразу, что я что-то не туда я вступила, ага. Ее обижать нельзя, там, или его обижать нельзя. Но это вы это почувствуете, вы знали сразу, что за вас всегда приходит бумеранг, всегда. То есть это откат, как буфер, то есть вокруг вас вот эта защита, да? Представьте, вокруг вас защита, и к вам, например, вот в это поле пытаются вторгнуться, да? Она отталкивает просто, и вот этот бумеранг как раз летит к тому человеку. Вот. Если не понимает совсем, ну, будут отнимать все самое дорогое, что есть у человека. Начиная от денег, заканчивая людьми. Вот так. Еще не понимает, еще больше, значит, будет. Это не я такая злая, это я говорю вам, объясняю, какой-то вот, это и есть вселенский закон. Нельзя просто взять и вступать своими тапками на чужую дорогу, нельзя. Ты не знаешь, кто в этом теле, что за сила, что за человек в этом теле. Поэтому старайтесь жить по сердцу, старайтесь никому, как сказать, не переходить дорогу, не желать зла. Будьте вот в этой осознанности. Давайте. Так, Шаолов, созвездие. Итак, Шаолов, созвездие Скорпиона. Это любовь, гармония, личные какие-то перспективы, радость, согласие. Карта звезды Шаула несет энергию той самой истинной любви. Это гармония, это взаимопонимание, это глубокая душевная близость и умение буквально читать мысли друг друга. Про такие союзы говорят, что они заключаются на небесах, чему карта звезды, карты этой вот Шаула прямой свидетель. Если вы загадываете о человеке, которого только встретили, то тогда карта говорит, что это судьба. Ее энергетика карты этой, это карты
Это любовь. И это любовь во всех аспектах, именно счастливая любовь, прекрасные перспективы. Это судьба. Абсолютная любовь в отношениях, представляете? Хорошие деньги еще и умение растить свой капитал. Даже если что-то расшатает этот мир в каком-то далеком будущем, то эти двое всегда, ни на минуту не будут сомневаться. Пережить все можно, крепко взяв друг друга за руки. Вам просто эта звезда вас вдохновляет и дает вам понимание того, что вы на правильном пути сейчас. Сейчас я буду вас исцелять. Следите за свечой. Этот энергетический сеанс я дам вам для того, чтобы вы пошли в свою трансформацию мягче, прошли ее мягче для вас, для вашего физического тела. Почувствуйте, как боль вашего сердца расширяется. Почувствуйте эту энергию внутри, эту любовь. Прекратите всякое сопротивление. Сдайтесь этой силе. Сдайтесь этому дару. Если вам нужно исцеление, обязательно пишите мне в личку. Я провожу сеанс исцеления.
Если вам нужно отдохнуть, засыпайте. Во благо Вселенной, во благо